Как проверить фундамент дома? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Вы стоите перед домом, который давно мечтали купить. Солнце играет на фасаде, окна блестят, цветы в саду радуют глаз. Все выглядит идеально, но под землей может скрываться тайна, способная превратить вашу мечту в кошмар. Представьте, вы уже въехали, поселились, обставили все по своему вкусу, а через пару месяцев одна из стен начинает трескаться. Кажется, будто сама земля уходит у вас из-под ног. Причина – неправильно проверенный или вообще непроверенный фундамент. Многие покупатели недвижимости обращают внимание только на интерьер, планировку и вид, но редко кто задумывается о том, что именно фундамент – это основа всего. Если он слабый, неровный или поврежденный, то даже самый красивый дом может стать причиной огромных финансовых потерь и стресса. Истории известны разные, от небольших трещин в полу до полного перекоса дома, требующего капитального ремонта или даже разрушения. Представьте себе историю одного человека из города Твери. Он купил загородный дом своей мечты, расположенный в живописном месте, рядом с лесом. По документам все было в порядке, продавец заверял, что дом стоит на прочном основании. Однако спустя всего 2 года после покупки стены начали деформироваться. Оказалось, что фундамент был залит некачественным бетоном и без должной гидроизоляции. Морозное пучение грунта со временем разрушало основание. Теперь вместо семейного уюта – долгие годы судебных тяжб и ремонтов. Это могло бы быть предотвращено, если бы человек просто знал, как проверить фундамент дома перед покупкой. Начнем с самого начала. Фундамент – это опора всего строения. Он принимает на себя вес дома и распределяет его по грунту. От качества фундамента зависит долговечность и безопасность всего здания. Существует несколько типов фундаментов – ленточный, плитный, столбчатый и свайный. У каждого из них свои особенности, и при осмотре важно понимать, какой тип использован в конкретном случае. Ленточный фундамент – наиболее распространенный вариант для частных домов. Он представляет собой железобетонную ленту, идущую под всеми несущими стенами. Его преимущество – надежность и возможность возведения подвала. Но если глубина закладки меньше уровня промерзания грунта, зимой возможны подвижки, которые вызывают трещины в стенах. Именно поэтому так важно проверять не только внешний вид фундамента, но и уровень его заглубления. Один из экспертов по строительству, Сергей Владимирович, делится своим опытом. Однажды ему довелось провести экспертизу старого деревянного дома, стоявшего почти 70 лет. На первый взгляд казалось, что фундамент полностью просел. Но при более детальном осмотре оказалось, что дом установлен на столбчатом фундаменте, который за годы эксплуатации местами просел, особенно под тяжелыми участками конструкции. Однако, благодаря тому, что были выполнены регулярные подсыпки и корректировки, дом сохранил устойчивость. Эта история показывает, что даже старые фундаменты могут служить верой и правдой, если за ними правильно ухаживать и вовремя реагировать на изменения. Как же самостоятельно проверить фундамент дома? Первое, что нужно сделать – внимательно осмотреть цоколь и нижнюю часть стен. Обратите внимание на наличие трещин. Они могут быть тонкими, еле заметными, но именно такие часто становятся началом серьезных проблем. Если трещина шире 2 мм, это повод насторожиться. Особенно опасные диагональные трещины, они могут указывать на просадку фундамента. Также надо обратить внимание на двери и окна. Если они стали плохо открываться, перекашиваются, это тоже может говорить о деформации основания. Проверьте полы в доме. Если есть неровности или скрипы, возможно, фундамент дал усадку неравномерно. Еще один важный момент – дренаж вокруг дома. Если вода скапливается возле фундамента, она постепенно разрушает его. Особенно это опасно весной, когда талая вода замерзает внутри пор бетона, увеличиваясь в объеме и вызывая растрескивание. Проверьте, есть ли уклоны от дома, чтобы вода стекала в сторону, а не собиралась у стен. Не менее важна и гидроизоляция. Она должна быть многослойной, горизонтальная, между фундаментом и стеной, и вертикальная, на внешней стороне фундамента. Если ее нет или она повреждена, это серьезный риск.
В одном из случаев, о котором рассказывал эксперт по недвижимости, покупатель дома заметил, что в подвале постоянно сыро. После тщательной проверки выяснилось, что вертикальная гидроизоляция была сделана неправильно, и грунтовая вода постепенно разрушала фундамент. Ремонт обошелся в значительную сумму, но зато помог избежать еще расходов в будущем. Советуем также обратить внимание на состояние грунта вокруг дома. Если земля вплотную подступает к цоколю, это создает дополнительное давление. Грунт должен быть отведен от дома минимум на 40 см. Кроме того, не должно быть рядом высоких деревьев. Их корни могут повреждать фундамент. Интересный случай произошел в Подмосковье. Семья купила дом с красивым садом, но спустя год заметила, что одна из стен стала наклоняться. Выяснилось, что крупная береза, росшая всего в 2 метрах от дома, своими корнями повредила фундамент. Дерево пришлось спилить, а фундамент усиливать специальной технологией инъектирования раствора под давлением. Если вы рассматриваете дом, построенный на свайном фундаменте, знайте, такой тип используется в основном на слабых грунтах, где обычный фундамент может просесть. Проверить сваи сложно, потому что они находятся под землей, но можно обратить внимание на наличие специальных люков для доступа к ним. Также важно, чтобы все сваи были забетонированы и соединены металлической или железобетонной конструкцией, называемой ростверк. Еще один совет – всегда интересуйтесь, проводились ли ранее работы по усилению фундамента. Если да, то читайте документы. Иногда продавцы пытаются скрыть прошлые проблемы, маскируя их под покраску или отделку. Не стесняйтесь задавать вопросы и требовать подтверждений. Если вы сомневаетесь в своих знаниях, не бойтесь обратиться к специалисту. Профессиональная строительная экспертиза поможет вам избежать множества проблем. Такая услуга обычно от 15 до 30 тысяч рублей, но по сравнению с ценой дома – это капля в море. А вот экономия на этом этапе может дорого обойтись. Однажды молодая пара из Екатеринбурга решила сэкономить и не заказала экспертизу. Купили дом, внесли первоначальный взнос, оформили ипотеку. Через месяц специалист, вызванный для проведения мелкого ремонта, заметил, что фундамент имеет серьезные дефекты. Он был построен с нарушением технологии. Семья оказалась перед выбором – вложить еще около 1 000 000 рублей в усиление фундамента или отказаться от покупки и потерять задаток. Это лишний раз доказывает, что профессиональная проверка – это не роскошь, а необходимость. Если вы хотите проверить фундамент самостоятельно, подготовьте следующий набор инструментов: уровень, рулетку, молоток, фонарик, бумагу и ручку для записей. Начните с осмотра снаружи. Осмотрите цоколь, проверьте, нет ли трещин, отслоений штукатурки, пятен влаги. Затем загляните в подвал или техническое помещение, если оно есть. Проверьте стены и пол на наличие трещин, отметьте их направление и размер. Если есть подземный уровень, осмотрите его стены и потолок. Там тоже могут быть признаки просадки. Попробуйте простучать бетон молотком. Если звук глухой, значит, есть внутренние полости. Это может быть признаком разрушения материала. Также обратите внимание на наличие плесени или сырости. Это сигнал о плохой гидроизоляции. Если вы хотите углубиться в тему, надо узнать о таких понятиях, как морозное пучение, грунтовая вода и неоднородность грунта. Эти факторы напрямую влияют на состояние фундамента. Например, если дом стоит на пучинистых грунтах, то при неправильной закладке фундамента зимой он может приподниматься, а весной опускаться. Такие колебания со временем приводят к образованию трещин. Помните, что фундамент – это не только бетонная конструкция, но и система, связанная с окружающей средой. Правильная подготовка участка, дренаж, уклон от дома – все это части единой системы, обеспечивающей устойчивость здания. Если вы все же решитесь на покупку дома, но фундамент вызывает сомнения, не спешите отказываться от сделки. Возможно, вы сможете договориться о снижении стоимости или потребовать, чтобы продавец выполнил необходимые работы перед продажей. Главное – знать свои силы и не бояться задавать вопросы. А теперь представьте, вы приближаетесь к своему новому дому, уверенно ступаете по крыльцу, входите внутрь и чувствуете, как тепло и уют наполняют комнаты. Вы знаете, что основа вашего дома прочна, проверена вами лично или надежным специалистом.
и вы можете спокойно строить свое будущее. Ведь дом – это не только место, где вы живете, это ваша уверенность в завтрашнем дне. Попробуйте сегодня же провести самостоятельный осмотр дома, если вы рассматриваете его как вариант покупки. Вооружитесь знаниями, внимательностью и чуть-чуть смелости. Возможно, именно ваша бдительность сегодня спасет вас от больших проблем завтра. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.